Если честно, начинала комментировать я турниры. Я даже не вела подсчет, наверное, времени. Совсем недавно я заметила, что, оказывается, моему опыту уже где-то год. Посмотрела я свой старый ВОД, это было ужасно. Но да, я где-то комментирую год, практически месяцев, наверное, 7-8 я комментировала просто для себя, какие-то маленькие турниры, СНГшные турниры, но в результате оказалась на Старладере. До этого у меня не было никакого опыта комментирования на лане. Первый опыт был совершенно недавно. Это была битва блогеров в Москве. Это было очень волнительно, это была живая аудитория, мой первый опыт. На самом деле эти эмоции не передать. Лан — это совершенно другое. Это совершенно другие впечатления, это совершенно другие эмоции, это совершенно другой посыл. Лан хорош многим. Ты встречаешь действительно игроков, ты встречаешь зрителей. Это живые эмоции, это живые впечатления, это живые люди в конце концов, потому что когда ты сидишь по ту сторону монитора, ты комментируешь, не знаю, на камеру, на веб-камеру, ты не чувствуешь энергетики, ты не чувствуешь людей. А так ты смотришь на этого человека, он позитивный, он улыбчивый, ты знаешь, о чем рассказать зрителям, ты знаешь в целом, какой он человек. Это очень важно понимать просто энергетику людей, и ты заряжаешься от людей этой энергетикой, и в результате можешь это нести своей аудитории. Когда я начинала просто стримить, фан-стримить, ты делаешь это для себя, ты делаешь для своей аудитории, у тебя нет никаких ограничений, ты просто отдыхаешь, делаешь то, что тебе нравится. Когда ты начинаешь стримить турниры, за турнирами приходит ответственность. Ты понимаешь, что у тебя нет возможности заболеть, у тебя нет возможности взять выходной. Если ты взялась комментировать турнир, ты должна сидеть 13 часов, 3 дня, неважно в каком состоянии. Был у меня не очень хороший опыт, когда я была больная, когда я не могла разговаривать, тут выручали сокастеры, но это ответственность, и если ты хочешь быть профессионалом, ты должен выполнять свою часть работы, неважно в каком ты состоянии. Комментировать с Каспером — это что-то особенное. Я до определенного момента не встречала людей с позитивной энергетикой, с таким легким настроем. Это тот сокомментатор, с которым, или же там, комментатор, с которым ты делишь эфирное время 50 на 50, с которым ты чувствуешь позитивный настрой. Ты порой отвлекаешься от игры, но ты веселишь аудиторию, смеешься сама над шутками. У нас были моменты, когда нас включали, я просто сидела и смеялась от его шуток и не могла остановиться. То есть вот трансляции турниров — это не только сухая аналитика. Это неинтересно, полностью сухая аналитика, она нужна, без сомнения. Но турниры — это также фан, потому что Hearthstone не самая экшеновая дисциплина для нее. Нужны также эмоции, какие-то шутки, и Каспер как раз-таки это все обеспечивает. Начинается подготовка, наверное, даже с гардероба. То есть ты готовишь одежду, чтобы хотя бы выглядеть опрятно. Заканчивается все подготовкой информации, каких-то сухих фактов. Например, я постоянно готовлю файлы по игрокам, по их рейтингу, по их успешности, по турнирам, в которых они принимали участие, по винрейту. У меня там целые распечатки, практически как у Станцивки. Знаешь, вот этот его здоровенный архив. У меня очень много тоже собственных там электронной библиотеки уже с кучей информации, которую я готовила. То есть это предварительная подготовка, причем серьезная подготовка. У кого самые большие шансы на победу на Старладере, сложно сказать, потому что каждый по-своему хорош. Но вот если посмотреть на предварительную статистику, то, наверное, самые большие шансы у нас у Станцивки и у Тайса. Конечно, все мы будем болеть за наших ребят, за того же Калента. Кто-то, наверное, будет болеть за Дога или за другого участника турнира. Но мне кажется, что победителем будет либо Станцивка, либо Тайс, потому что они действительно в хорошей форме. И чисто по результатам первого игрового дня они показали очень хорошо себя. Конечная цель любого комментатора — это комментировать чемпионат мира. Вот я практически в шаге от реализации, не знаю, мечты, возможно, цели любого комментатора. Но тут постоянно должна быть работа над собой, так что я не останавливаюсь. Основная цель в жизни — это реализация себя, это встречаться с новыми людьми, получать позитивные эмоции, возможно, путешествовать, и Hearthstone как раз-таки дает мне эту возможность. Девушка в киберспорте — это совершенно такой вот, возможно, даже где-то запрещенный вопрос, потому что девушка в киберспорте живется сложно, буквально одна твоя ошибка, и тебя может не стать. Поэтому я стараюсь об этом не думать, я стараюсь не разделять людей, не знаю, там, по полу, не по полу. Если человек работает, если он проводит работу над собой,
неважно какого ты пола, поэтому я считаю, что не нужно разделять там девушки в киберспорте, не девушки в киберспорте. Да, девушки в киберспорте сталкиваются с гораздо большими, возможно, проблемами, предрассудками, к ним больше присматриваются, но с другой стороны у тебя есть и плюсы. Аудитория иногда тебя любит просто за то, что ты девушка. И не знаю, просто работа над собой – это самое главное. Hearthstone – это нечто большее, это дисциплина, где я нашла себя, где я хотела бы продолжать развиваться, и я отсюда не уйду.